Вы знали, что примерно 10% людей физически не могут использовать современные модели смартфонов? Все дело в OLED-дисплеях, которые постоянно мерцают, из-за чего могут вызывать усталость и сухость глаз, а при длительном использовании головную боль. Зачем тогда вообще мерцают современные дисплеи? Оказывается, чтобы регулировать яркость. Вообще для решения этой задачи существует два подхода. Первый, самый очевидный – понижать напряжение. Чем меньше подается энергия, тем меньше дисплей светится. Но на OLED-дисплеях при уменьшении напряжения картинка выглядит хуже. Поэтому, чтобы избежать такой деградации изображения, используется второй подход – регулировка яркости при помощи мерцания, или шим. Шим – это широтная импульсная модуляция, Pulse Width Modulation по-английски, или PWM сокращенно. Это буквально значит регулировка ширины, то есть длительности импульса. Напряжение в дисплеях, использующих шим, не постоянное, а прерывистое. Оно подается при помощи вот таких вот всплесков или импульсов. Количество импульсов в секунду называется частотой и измеряется в герцах, а время, которое занимает каждый цикл пульсации, называется периодом. К примеру, возьмем частоту 250 Гц. В этом случае период будет равняться 1 делить на ню, то есть 4 миллисекунды. Частота и период – это фиксированное значение, и с изменением яркости дисплея они не меняются. А вот ширина каждого импульса – это как раз то, что мы можем регулировать. Это значение выражается в процентах и называется коэффициентом заполнения или рабочим циклом – duty cycle. Дорисуем ось времени. Отложим одинаковые отрезки времени, равные периоду. Если коэффициент заполнения 100%, то импульс будет длиться 100% своего периода, то есть 4 миллисекунды. Это соответствует 100% яркости дисплея. Если мы сократим ширину импульса до 25%, или, что то же самое, до 1 миллисекунды, воспринимая яркость дисплея тоже упадет до 25%. Если t – это период импульсов, а t малая – это длительность импульса, то duty cycle d будет равняться t маленькое поделить на t большое. Величина обратная duty cycle называется скважностью, обозначается буквой S. На яркости 1% практически 99% времени будет черный экран. Но наш мозг будет воспринимать это как очень тусклую картинку. Получается, чем меньше яркость дисплея, тем более выражен эффект мерцания. Большинство людей не различают мерцание, если оно происходит с частотой выше 60 Гц. Кстати, именно на этом эффекте слияния мерцания построен кинематограф. Можем ли мы на практике познакомиться с технологией PWM? Да, в модуле RPI GPO встроены функции для работы с шим. Давайте откроем документацию к модулю GPIO. В разделе Examples выберем PWM, Pulse Width Modulation, и, недолго думая, скопируем отсюда пример программы, чтобы посмотреть, как вообще можно работать с шим. Копируем и вставляем в заранее подготовленный файл. Немного доработаем скрипт под нашу конфигурацию. Для начала исправим режим нумерации пинов на BCM, а затем настроим на выход любой пин из области LEDs, который идет к светодиоду. Выберем 24, который соответствует нулевому светодиоду. Перейдем к пятой строке. Здесь создается объект PWM, который потом сохраняется в переменную P. У него два аргумента. Первый – это номер пина, исправляем на 24. Второй – частота, то есть количество импульсов в секунду. Теперь у переменной P мы можем вызывать два метода – start и stop, для того, чтобы запускать или останавливать работу шим. У метода start есть один аргумент. Это как раз duty cycle, то есть коэффициент заполнения. Сейчас он стоит
равным единице. Давайте исправим его для начала на 100, то есть 100% заполнения. Запускаем скрипт и видим, что светодиод горит 100% своего времени периода, то есть как обычно. Теперь нажмем Enter, чтобы остановить программу, и изменим коэффициент заполнения на 50%. Запускаем. Итак, смотрите, мы видим, что светодиод моргает раз в 2 секунды, потому что частота у нас достаточно низкая. Мы можем изменить частоту на более высокую, например, на 50 Гц. Тоже остановим скрипт и запустим его заново. Теперь светодиод не моргает, точнее он моргает, но мы этого не замечаем. И кажется, что его яркость уменьшилась в 2 раза. Чтобы было нагляднее, давайте зажжем рядом другой светодиод. Давайте зададим настройки для всех остальных светодиодов и положим начальное значение равное единице. То есть они должны начать светиться при запуске скрипта. И мы видим, что действительно нулевой светодиод светится не так ярко. Для контроля изменим значение с 50% на 10%. Теперь разница гораздо заметнее. Звучит и выглядит очень интересно, но как это относится к теме занятия? Оказывается, что существуют цифроаналоговые преобразователи, построенные на принципах ШИМ. И сейчас мы с вами разберемся, как они устроены. Давайте вспомним, что любой ЦАП принимает на вход цифровой сигнал, а на выходе выдает аналоговый, пропорциональный входному. Допустим, цифровой сигнал мы научились формировать при использовании ШИМ. Его мы получаем варьированием коэффициента заполнения от 0 до 100. Но какой выходной сигнал мы получаем? Запустим тот же самый скрипт для 22-го укс-пина, чтобы посмотреть на выходное напряжение с помощью осциллографа. Мы видим прямоугольный сигнал. Осциллограф позволяет установить 2 курсора, то есть 2 вертикальные линии, в начале 2 соседних периодов. Время между ними, то есть дельта, равняется 20 миллисекундам, поскольку мы задали частоту ШИМ как 50 Гц. Duty Cycle в данном случае 50%, что хорошо видно по клеточкам, каждая из которых составляет 10 миллисекунд по горизонтали. Теперь изменим коэффициент заполнения на 25% и запустим еще раз. Мы видим, что сигнал держится на уровне 3,3 вольт 5 миллисекунд. Оставшиеся 15 миллисекунд одного периода он держится в районе нуля. Мы можем сделать вывод, что длительность импульса зависит от duty cycle, но само значение напряжения не константно и не пропорционально цифровому сигналу. Если мы хотим построить цифроаналоговый преобразователь с широтной импульсной модуляцией, то нужно добавить в эту систему некую схему, которая преобразует импульсы напряжения в нужный аналоговый сигнал. Для этого можно использовать интегрирующую РЦ-цепочку, которая состоит из конденсатора и резистора, включенных последовательно. Мы еще не раз столкнемся с РЦ-цепью в нашем курсе, поэтому пока не будем касаться теории, а займемся практическим применением данной схемы. Почему цепь называется интегрирующей? Потому что она интегрирует входной переменный сигнал, то есть суммирует отдельные значения в разные моменты времени. Если половину времени периода напряжение максимально, а вторую половину минимально, то в итоге получается среднее значение, то есть половина от максимума. Подключим щупы осциллографа к конденсатору в РЦ-цепи, собранной на макетной плате. Снова запустим скрипт для ШИМ и убедимся, что у нас получился цифроаналоговый преобразователь. Действительно, сигнал больше не прямоугольный, он держится на постоянном уровне в районе 1,6 вольт, что составляет половину от 3,3 вольт, поскольку коэффициент заполнения мы задали равным 50%. Важный момент, я увеличила частоту до 1 кГц. Если частота будет слишком маленькая, то конденсатор будет успевать разряжаться, и мы увидим пилообразный сигнал. Вернем значение в 1000 Гц и изменим коэффициент заполнения на 25%. Теперь напряжение составляет 1/4 от 3,3 вольт. Ура! В нашем арсенале появился еще один вид цифроаналоговых преобразователей. Конечно, он тоже обладает рядом недостатков, но это не беда.
Главное, что мы поняли суть цифроаналогового преобразования и можем теперь применять эти знания как во время обучения и дальнейшей работы, так и в обычной жизни.